Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я буду себя стричь. Покажу, как можно подстричь себе каре на удлинение. Помыла голову, расчесала волосы, разделила на две равные части. Какие инструменты у меня? Мои любимые ножницы и длинная расческа. Каре на удлинение – это линия, которая будет идти по диагонали. Вот эти волосы будут длиннее, а на затылке волосы будут короче. Делаем первый срез по центру. Просто ровно. Делю эту прядь на две части. Вижу вот этот срез, который я сделала. Хорошенько расчесываю волосы. Это длина волос с правой стороны. Линия 1, которая стрижется по диагонали. У виска эта прядь имеет длину 14 сантиметров, а за ухом 10 сантиметров. То же самое с другой стороны. Такие стрижки удобно стричь длинными ножницами. Доходим до горизонтального пробора, который находится за ухом, и линию на затылке стрижем параллельно горизонту. Начинаем стричь линию А. Она стрижется параллельно горизонту, максимально ровно. Это самый сложный участок в этой стрижке, потому как стрижешь ты ее сам, а на затылке ничего не видно. Но если постараться, то можно сделать следующее. Поставить палец горизонтально и под ним подстричь ровную горизонтальную линию. Надо быть аккуратнее, чтобы себя не порезать. По схеме мы стрижем таким образом. Мы подстригли две диагональных линии 1 и 2 и одну линию горизонтальную 3, 4. После этого надо сделать соединение линий 1 и 4. Расчесав волосы, на расческе видна неровная линия, которую надо подстричь. Это линия 1. Стригу прямым внутренним способом. Подстригаю все неровности волос. Оттяжка прядей всегда под 0 градусов по отношению к поверхности головы. Более простым языком прядь держим вертикально. После этого голову надо опустить в противоположную сторону и подстричь внутренние неровные волосы. После того, как подстригли, можно проверить себя. На расческе должна быть ровная диагональная линия, которая переходит в прямую линию на затылке.
Правую сторону подстригли. То же самое делаем с левой стороны. Соединяем точки 3 и 2. Размер диагональной линии такой же, как и на правой стороне. Начало 14 сантиметров и за ухом 10 сантиметров. Стрижем все волосы, которые находятся не в этой диагональной линии. На затылке линия ровная. Можно проверить линии 1 и 2, расчесав их расческой, и убедиться, что они подстрижены ровным срезом. Проверяем симметрию. Правая и левая сторона должны находиться на одном уровне. Основную форму стрижки подстригли. Далее дорабатываем внутренней филировкой в зоне А на высоту 4,5 сантиметров. Делаем глубокую прикорневую филировку. Можно этого не бояться. Затем делаем верхнюю филировку наполовину зоны С. Такой способ подойдет только для волос мягких, но не жестких. Жесткие волосы так филировать нельзя. Можно проверить точность длин с правой и с левой стороны, измерив длину волос в этих зонах. И у меня получилась симметрия. После этого я помыла голову. Смотрите на результат. О, вот эта стрижка. Смотрите, как я теперь могу делать. Стиль зашкаливает. И в эту сторону, и в эту сторону можно. Аж в забудыхание сперла от такой красоты. Во все стороны. И за ушко. Дорогая мама. Хочу заметить одну особенность. Откуда берется в такой технике вот эта вот шапочка. Если посмотреть на оттяжку, то мы увидим, что все волосы подстрижены все равно под одну длину. На удлинение. Потому как здесь есть угол. Но если посмотреть на верхний слой, то он очень сильно профилирован. А это и дает нам вот эту шапочку. То есть специально градуировать здесь нет необходимости. А с верхний слой, если профилировать, как я показывала в ролике, вот такими чумовыми срезами, то мы получаем буквально каре на удлинение, боб-каре, практически с градуировкой. Вот она, эта красотень. Пишите в комментариях, как вам мой новый образ, насколько это мне все к лицу. Что я хотела этим показать? Я на себе сейчас вам показала свою технику Big Step. Это быстрые стрижки, и как видите, я даже могу ее на себе применить, не говоря уже о людях. И посередине даже можно. Монашка. Хотя нет, не монашка совсем. Так вот. Угу. Еще чулки, кнут
и вперед. Вот казалось бы, одним легким движением руки наши брюки превратились в очень элегантные шорты. Стрижку сделала, ну, себе, конечно, я ее стригла долго, признаюсь, где-то час провозилась. А клиенту я бы ее подстригла минут за 15 точно, максимум. Да, красота – это страшная сила. Со всех ракурсов красиво. Ну, в общем, нормальненько так получилось. Я надеюсь, я вселяю в вас уверенность в себе и в завтрашнем дне. В любой непонятной ситуации бери себя и стриги сам. Хорошо получится – будешь счастлив, плохо получится – будешь только об этом и думать. Как это все исправить? Это ж как в том анекдоте. Доктор, у меня кашель, ну выпейте слабительное. А зачем? Да вы забудете про свой кашель. Поэтому главное чем-то заниматься, учиться, постигать что-то новое и двигаться дальше. Теперь давайте посмотрим более подробно схему этой стрижки. Стрижка называется боб-каре на удлинение по технике Big Step. Сначала мы стригли диагональную линию 1, размер крайних прядей 14 и 10 сантиметров, затем линию 2 с такими же параметрами. После этого стригли горизонтальную линию 3-4. Я сделала сначала черновую стрижку, затем подстригла внутренние волосы, доработав эти линии. Стрижка выглядит сбоку, что с одной, что с другой стороны, абсолютно одинаково. Объем на затылке я сделала методом филировки внутренних прядей в зоне А и внешних прядей в зоне С и А. Таким же образом я стригу эту стрижку и на клиентах. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.